В мире существует множество старинных замков. Про них обычно ходит много мистических и загадочных легенд и преданий. Больше всего рассказывают о призраках, обитавших в замках. Сегодня мы поговорим о замках, в которых живут призраки. Замок Гоуска, Чехия. В лесах на север от Праги есть удивительный замок. Это оборонительное сооружение, но оно не выдержало ни одного нападения. В замке есть также призраки безголовой черной лошади и женщины, которая часто смотрит в окно. Легенда гласит, что когда-то на этом месте была бездонная яма. В XIII веке чешские правители решили закрыть яму, которую они называли «вход в ад». Для этого и построили замок. Однако до этого несколько солдат опустили в яму с помощью веревки. Очутившись там, первый солдат вскрикнул, а когда его вытащили, то оказалось, что он постарел на 30 лет и умер несколько дней спустя. В 30-х годах замок Гоуска привлек внимание Адольфа Гитлера. Нацисты использовали его, чтобы выполнить ряд оккультных экспериментов. Здесь было найдено несколько трупов гитлеровских солдат, которые, скорее всего, были казнены и подвержены пыткам. Предъямский замок в Словении. Построенный внутри пещеры, Предъямский замок представлял собой мощную крепость, которая противостояла многочисленным жестоким атакам и нападениям. И все же в XIV-XV веках замок был разрушен серией длительных осад и землетрясений. В 1567 году замок был восстановлен, причем вместе с многочисленными секретными туннелями и проходами, которые по сей день посещают призраки многих солдат, погибших в стенах замка. Из темниц и туннелей под замком отчетливо слышны различные шумы и шаги. Замок Лип в Ирландии. Замок на этом месте был построен в конце XV века, поэтому у него было достаточно времени, чтобы обзавестись привидениями. Наиболее интересная история замка связана с часовней, где в 1532 году солдат с мечом убил своего брата-священника. И теперь призрак священника обитает в помещении с пугающим названием «Кровавая часовня». Другим страшным духом называют некое явление, которое не похоже на человека. Описывают его в виде существа размером с овцу, но с лицом человека и черными гнездами вместо глаз. О его появлении также можно судить по характерному гнилому запаху. Темница также обросла множеством жутких историй. Например, если верить одной из них, в подземелье имеется помещение со специальным люком, через который сбрасывали заключенных прямо на многочисленные шипы, встроенные в пол. Замок Эрмитаж в Шотландии. Полуразрушенный замок Эрмитаж считается одним из самых страшных и зловещих замков на территории Шотландии. Самая старая часть замка была построена в начале XIII века. В замке есть несколько призраков. Один из них – призрак сэра Александра Рамзи, шерифа Тевиддейла. В 1342 году его заманили в замок под предлогом встречи со старым другом, сэром Вильямом Дугласом. Шериф был схвачен и брошен в темницу, где его оставили умирать от голода и жажды. Когда в начале XIX века снесли стену, закрывавшую бывшую когда-то темницу, то обнаружили скелет и ржавый меч. Иногда из темницы можно услышать душераздирающие крики о помощи. Другой обитатель замка – призрак лорда Сули, который занимался черной магией и использовал ее для совершения преступлений. Рассказывали, что он похищал младенцев, чья кровь ему была нужна для колдовских ритуалов. Бесчинства лорда Сули не имели предела. Согласно легенде, лорда казнили, бросив в бочку с кипящим свинцом. Призрак лорда Сули вместе с его верным слугой Робином видели много раз, а по ночам слышали демонический смех в необитаемых развалинах замка. Замок Мушам, Австрия. Замечательный пример австрийской архитектуры, а также источник истории о привидениях. Построенный в XII веке, замок Мушам еще известен как замок ведьм. Когда-то это здание было местом самых кровавых судов над ведьмами. В
В XVII веке тысячи женщин были осуждены за колдовство и приговорены к смерти. Их подвергли пыткам и казнили, обезглавив в стенах замка. Вот поэтому большинство из них после смерти продолжает бродить по залам. А в XIX веке рядом с ним нашли даже искалеченные трупы крупного рогатого скота и оленей. Странно, не правда ли? Я никогда не встречала призрака, поэтому я к этому отношусь скептически. А что вы думаете про эти замки? Вы когда-нибудь слышали про них? Пишите свои красивые комментарии, и вы увидите их в следующем видео. Всем пока!